Привет, друзья! Сегодня у нас очень интересная тема для видеоролика, потому что я наконец-то накопил необходимое количество древних артефактов для того, чтобы скрафтить древний легендарный предмет. И сегодня мы разберемся во всех древних легендарках, какие они дают характеристики, скрафтим его, ну и, конечно же, проверим наш урон на тренировочном поле. Давайте войдем в игру и во всем разберемся. И, ребят, первое, что я хочу сделать, это напомнить, что с уровнем сложности Пекло 7 у нас появилась возможность крафтить древние легендарные предметы. И для них нужен специальный ресурс, который называется древние артефакты. Вот он, здесь у меня их аж 99 штук уже, а нужно для изготовления 100, но мы сейчас один заберем из нашего боевого пропуска и все это скрафтим. И, ребят, ровно месяц назад я публиковал видеоролик, в котором рассказывал, как же можно получить древний легендарный предмет в игре Diablo Immortal. Сейчас ссылочка на него появится справа в углу экрана, если вы на компьютере или на смартфоне можете предварительно его посмотреть. Но суть в том, что есть только два способа получения этих древних легендарных артефактов. Первый — это надеяться на дроп, вероятность которого, очень мала, поэтому нужно использовать второй вариант — это постепенно крафтить его, выполняя задания своего боевого пропуска, бегая 3 подземелья каждый день, ну а также убивая боссов адского реликвария на уровне сложности Пекло 7. И если мы нажмем на этот древний артефакт «Получить еще», то мы увидим, что у нас есть всего 3 варианта, откуда можно получать этот ресурс. Рейды адского реликвария, а мы там убиваем 5 боссов 2 раза в неделю, получается 10 боссов, и в идеале мы можем получить 10 древних артефактов. Конечно же, это кодекс ежедневной награды. Если мы выполняем все сундуки кодекса ежедневно, то в последнем сундуке будет этот древний артефакт. И также награды подземелий. Когда мы выполняем 3 подземелья, чтобы получить наш комплектный предмет, то мы вместе с ним получаем и древний артефакт. В общем, теперь у меня достаточное количество древних артефактов для того, чтобы скрафтить древний легендарный предмет. Вернее, у меня их 99, и этому поспособствовал вчерашний забег на рейды, потому что нам помог протащить нас один из китов, и нам удалось, ребят, выполнить всех боссов на уровне сложности Пекло 7 и даже убить последнего босса. Он был один с необходимым боевым рейтингом, и убил его достаточно быстро. То есть это был реально очень сильный игрок этого шипокрона, которого ты убиваешь, и он тебе открывает уровень сложности Пекло 8. И теперь давайте заберем все, что у нас есть в боевом пропуске, а я сегодня, пока ехал домой сейчас, в метро немножко поиграл, и я вот забираю из сундука древние артефакты, кстати, 300 платины, и за 3 подземелья тоже забираю этот древний артефакт. И теперь, ребят, у меня этих древних артефактов аж 101 штука. В общем, у нас есть все необходимые ресурсы для того, чтобы скрафтить древний легендарный предмет. Мы подходим к любому кузнецу, нажимаем «Изготовление предметов», и здесь есть вкладочка «Древний легендарный предмет». И у нас доступно на уровне сложности, кстати, я уже получил доступ к уровню сложности Пекло 8, можно посмотреть, что дают эти шлема, но на самом деле они дают чуть большие статы и больший боевой рейтинг, максимальный на уровне Пекло 8, да, это 2762. Естественно, так как мы собирали артефакты на уровне сложности Пекло 7, то мы будем крафтить шлем именно Пекло 7. И что, ребят, не так с этими древними легендарными предметами? Вот на самом деле, да, ты переходишь на новый уровень сложности, и все твои древние артефакты с предыдущего уровня сложности уже мусор, они бесполезны. Это как с сетовыми комплектами, да, когда ты собираешь вот эти вот осколки, из которых нужно скрафтить зеленый предмет, разбирая ненужные зеленые предметы, да, то потом ты из них ничего не можешь на новые уровни сложности скрафтить. Тебе же нужны с новые уровни сложности зеленые осколки, а они выпадают только когда ты играешь в игру уже на новом уровне сложности. Сейчас мы можем скрафтить один из этих предметов, но уже через 4 недели, когда мы будем переходить на Пекло 8, этот шлем уже морально устареет. Тем не менее, он будет достаточно мощный. И в
чем прикол вообще всех этих древних легендарных предметов? Это просто легендарный предмет на максималках. Он дает нам максимальный боевой рейтинг для этого уровня сложности, все 4 основные характеристики, ну и также 4 магические характеристики. И я, ребят, разобрался во всех этих характеристиках и понимаю, для чего каждый шлем может подойти. И, ребят, давайте теперь подробнее разберемся в этих шлемах. Вот один из самых популярных шлемов, который крафтят практически все, кто собирает необходимое количество древних артефактов, это дух демонореза. И он нам дает одинаковое количество каждой из основных характеристик, а также несколько магических свойств. И дух демонореза нам дает на 6% больше урона в движении, продлевает действие наших положительных эффектов, повышает вероятность критического удара, а также критический урон. То есть все те характеристики, которые равномерно бустуют нашего героя. Я бы сказал, что как для PvE, так и для PvP это оптимальный шлем. Но давайте посмотрим дальше, что дают нам раскрытые тайны. Давайте посмотрим. Он нам дает точно такие же характеристики, плюс примерно 640 к стойкости, живучести, силе воли и силе, такой же боевой рейтинг и немножко другие магические характеристики. На 6% больше урона атаки со спины, повышает меткость, увеличивает урон, наносимый врагам с уровнем здоровья ниже 30%, а также увеличивает наносимый игрокам урон. Поэтому этот шлем очень хорошо подойдет тем, кто играет в основном PvP, потому что он повышает меткость, и если у игрока есть какой-то процент уклонения, то вы можете его игнорировать. Ну и также можете прыгать за спину, стрелять, это увеличивает урон, ну и увеличивает наносимый игрокам урон на 1,5%, что тоже немаловажно. Что касается первого удара, то здесь очень интересный шлем. Он тоже нам дает те же самые характеристики, но другие магические характеристики, которые в основном связаны с основной атакой. Получается, он вызывает срабатывание дыхания дрожащей смерти. Это тоже, кстати, интересное умение. Давайте посмотрим, что оно значит. Это магическое свойство высвобождает силу Витаат, дрожащей смерти, и создает ее 2 копии, которые выпускают волны холода и наносят 60 839 единиц урона, а также вызывают у противников окоченение на 3 секунды. Но весь прикол этого умения, что его время восстановления 120 секунд. Ну, то есть такое себе. Да? И если мы посмотрим, какие еще магические характеристики у первого удара у этого шлема, то это основные атаки с вероятностью 8% взрываются при попадании и наносят ближайшим противникам 100% урона. Это реально крутое умение, если ты используешь часто основные атаки. Ну, также повышает скорость атаки, что бустует весь наш урон, и увеличивает урон от основных атак в общем на 4,5%. Короче, первый удар — это идеальный шлем для героя, у которого весь урон настроен на основную атаку. Что же касается взора вспыльчивого стрелка, то здесь еще интересней. Он нам дает все те же основные характеристики, но магические свойства уже заточены на наши скиллы. Давайте разбираться. Сфера здоровья с вероятностью 24% сбрасывает время восстановления умения. Также повышается скорость атаки на 3%, сокращается время восстановления умений на 3%, а также увеличивается урон от умений на 3%. Короче, взор вспыльчивого стрелка — это шлем для тех, у кого атака настроена в основном на умение. Ну и последний шлем — прочь от могилы. Давайте его разберем. Опять же, все те же характеристики, но магические свойства особые. Это выдержка. Вероятность уклонения повышается на 0,8% за каждого противника поблизости, вплоть до 8%. Да, у нас там был шлем, где у нас увеличивается меткость, а здесь наоборот уклонение. Когда вы уклоняетесь, то на 5 секунд получаете щит в размере 5%.
Это тоже интересно, потому что в PvP-боях у меня где-то 330 тысяч здоровья, получается 330 тысяч, 5%, это где-то 17 тысяч единиц в щите, что неплохо. И этот щит срабатывает каждые 12 секунд. Интересно. Увеличивает урон от игроков на 1,5%. Вот это всегда очень странное магическое свойство. Вот вы напишите, пожалуйста, в комментариях, как именно вы его понимаете. Увеличивает урон от игроков. Это ты как бы наносишь больший урон, или они от тебя принимают больший урон, потому что это звучит так, что игроки наносят тебе 1,5% больше урон. Как вы понимаете это? Но я так понимаю, что именно игроки, против которых ты играешь, получают на 1,5% больше урон от тебя. Я думаю, это именно так нужно понимать. Ну и смотрите, действие эффектов контроля сокращается на 6%. Но мы понимаем, что прочь от могилы — это тоже PvP-шлем. Поэтому, ребята, разбирая эти шлемы, я делаю вывод, что дух демонореза — это супер универсальный шлем на все случаи жизни. Раскрытые тайны и прочь от могилы — это PvP-шлемы, причем если вы в основном нападающий игрок, то вам лучше подойдет раскрытые тайны, а если вы больше как бы герой поддержки, то вам подойдет прочь от могилы. Ну и первый удар и взор вспыльчивого стрелка, они бустуют тот тип атаки, который вы используете. Если вы в основном используете основную атаку, то первый удар. Если в основном рассчитываете на скиллы, то взор вспыльчивого стрелка. И, ребят, теперь мне нужно подумать, какой же из них скрафтить, чтобы максимально бустануть моего героя. Ну, учитывая, что я не так много играю, и мне нужен какой-то супер универсальный шлем, то, конечно, дух демонореза, он выглядит самым выгодным. Ну, давайте его и скрафтим, да? Мы нажимаем его, нажимаем «Создать», бац, и у нас получается новый шлемик. Ребятки, мы его скрафтили, и смотрите, у меня остался всего один древний артефакт. У нас осталось еще примерно 4 недели до нового уровня сложности, поэтому, в принципе, можно накопить еще и на один PvP шлем. И если у тебя в арсенале будет один PvE, один PvP шлем, то я считаю, что это вполне неплохо. Единственное, что плохо, это будет переход на новый уровень сложности, и эти шлемы, они сразу же устареют. Что вы об этом думаете, напишите, пожалуйста, в комментариях. Ребята, и давайте теперь натянем этот шлем нам на голову. Он у нас находится в инвентаре, вот он. Да, и мы видим, что он сразу же бустует наши характеристики. Ну, во-первых, он бустует наш боевой рейтинг аж на 63 единицы. Большой погоды это, конечно, не сделает, но все равно приятно. А давайте посмотрим наши основные характеристики. У меня здесь есть стойкость и сила. Они дают по 826 единиц. То есть, соответственно, плюс 82 к броне и пробиванию брони. И по этим характеристикам, ребят, очень интересно. Игра настроена таким образом, что они бустуют твоего героя, независимо у тебя 3 стата или 4 стата или 2 стата на одинаковое количество единиц. Ну, примерно 2400. Вот если мы 800 умножаем на 3, мы получаем 2400. Если мы 600 умножаем на 4, мы тоже получаем 2400. Просто у меня здесь дополнительно есть сила воли. 640 единиц, то есть получается плюс 64 к сопротивлению и мощи. В принципе, я готов их так разбавить, это сильно не влияет на моего героя, ну, конечно, сильно влияет это магические свойства, которые мы получаем здесь. И я, ребят, не буду разбирать этот шлем, я все равно его буду использовать. Пусть он пока лежит, посмотрим, какой из них работает лучше. Потому что, ребят, здесь есть очень классное магическое свойство. Когда я совершаю рывок с помощью отрыва, я получаю щит на 10 366 единиц. Когда ты прыгаешь, и на тебе висит периодичка, чтобы этот щит постоянно появлялся и поглощал эту периодичку. Ну, давайте его наденем и перенесем все характеристики. Все переносим, руну, сущность, самоцвет и уровни снаряжения. И что, у меня новый шлем?
Если честно, ничего не поменялось, ну, кроме характеристик. Я все еще чуть-чуть ниже 50 тысяч. Вообще, ребят, это очень интересная тема, каким образом нам переходить на следующий уровень сложности, когда многие игроки сейчас находятся на 50, 500. Где еще брать 500 боевого рейтинга? Ведь через 4 недели у нас уровень сервера дойдет до пекла 8. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какой боевой рейтинг у вас. Можете вы уже убивать всех боссов адского реликвария на пекло 7. И давайте посмотрим наш шлем, что у нас на него положилось. Камень у нас череп скорби. А вот легендарка у нас, поражая горящих противников, залп вызывает взрыв. Тут все правильно. А вот что касается свойства проклятия, то у меня почему-то 3 предмета вместо 4. Кстати, ребят, я делал отдельный ролик по проклятиям, и я подробно разобрал, каким образом проклятие влияет на предметы. Сейчас они не дают негативных свойств, поэтому это отдельный буст нашего героя. Обязательно посмотрите его, ссылочка на него появится в правом верхнем углу, а также я оставлю ее в описании к этому ролику. Давайте, ребят, проверим наши проклятия и идем проверять урон. Почему-то у нас 3 предмета терзание и изнурение 5 предметов. Но в принципе это неплохо. Можно только одно изнурение изменить на терзание, чтобы оно чаще срабатывало. Мы сейчас быстренько его очистим. Вот, ребят, с 30-й попытки мне выпадают эти терзания, наконец. Но тут магия монтажа, конечно. Выбираем эту характеристичку. Короче, ребят, теперь у нас все как надо. И давайте сохраним этот шаблончик, чтобы он у нас не сбился. Ну что, бежим на тренировочное поле? Ну и как всегда, я, забегая на тренировочное поле, должен сразу же начать дамажить, чтобы мои камни не сработали впустую. Напомню, что у меня примерно 120 миллионов урона. Ой, здесь я немножко замешкался с джойстика. Это не так, конечно, удобно с него играть. Плюс холодная, потому что я в основном играю на мобилках. Но вроде неплохо все работает. Ой, у меня новый комплект семена посеянного золота, который как раз... Вот, смотрите, 30... Ну, да, чуть-чуть меньше. В общем, ребят, это все, конечно, зависит от того, как быстро я нажимаю кнопки на джойстике. И это явно не мой конек. Да, конечно, ребят, в основном это зависит от того, насколько я быстро нажимаю на кнопки. И в основном у меня, конечно, 120 миллионов урон. Но... В общем, ни на что не повлиял этот шлем. Что вы думаете об этом? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Я думаю, даже нету смысла разбирать этот урон по основной атаке или умениям. Но, ребята, что интересно по этому шлему, что он все-таки изменил мои статичные характеристики. И у меня теперь сила 12600, стойкость и сила воли вот такие, а второстепенные они... тоже изменились. Видите, у меня немножко упала броня. Она у меня была, по-моему, 3900. Короче, этот шлем, честно говоря, особо ни на что не повлиял, кроме как увеличил боевой рейтинг на 63 единицы. Ребята, а что думаете вы? Напишите в комментариях, скрафтили ли вы этот шлем уже, или, может, он дропнулся вам из открытого мира. В общем, пока это такая тема очень сомнительная. И, конечно, здесь нужно добавлять каких-нибудь других доспехов. Ну и, ребят, если этот ролик оказался вам полезным, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Это поможет мне делать больше качественного видео. А мы с вами увидимся в следующем ролике.